8 месяцев с Apple Watch Series 11. Я перестал ими восхищаться и наконец-то понял, зачем мне они нужны. Или не нужны. Меня зовут Костя, буду рад вашей подписке, комментарию и лайку, это продвигает контент и мотивирует меня снимать больше и лучше. На канале есть ролик про 2 месяца с Apple Watch Series 11, ссылочка будет в описании. И казалось бы, что прошло больше времени, накопилось больше опыта и всяких мелочей, но на самом деле все немножко наоборот. Так что перестало быть важным? Первые месяцы я был безумно вдохновлен новым устройством. Я долго не пользовался часами, они у меня наконец-то появились, и каждый день я проверял активность, сон, отвечал на сообщения и звонки, подбирал циферблаты под каждый выход и чего только с ними не делал. Пользовался приложениями, которыми объективно было удобнее и проще пользоваться со смартфона, но хотелось все делать именно на часах. Но как и с предыдущими поколениями Apple Watch у меня, они перестали быть главным устройством, стали фоновым. Я не перестал ими пользоваться полностью, но уже не часто слежу за тем, заряжены они или нет. Часто они у меня разряжаются, отслеживаю сон только если нужен будильник утром. В остальном это такое фоновое устройство, обычные часы, которые немного упрощают мою жизнь. Делает ли все это их бесполезным устройством? Абсолютно нет. Готов ли я от них отказаться? Тоже нет. Я бы назвал это снятием пелены с глаз и реальным использованием. Кто-то со мной согласится, кто-то скажет, что я просто наигрался, но, как показывает опыт, большинство так часами и пользуются. Автономно. Навсегда в моем использовании остались таймеры, управление музыкой, отслеживание тренировками и уведомления. Большой прогресс по сравнению с предыдущими поколениями, которые у меня были, ощущается в управлении. Жесты переключения треков щипком, сброс звонка поворотом часов. К этому очень быстро привыкаешь и уже автоматически выполняешь эти действия. Лучшие функции Apple Watch — это те, о которых перестаешь думать. А вот желание запускать какие-либо приложения исчезло практически полностью. То же самое касается и циферблатов с кучей расширений, чтобы всегда узнать погоду, быстро зайти в приложение с задачами, календарь и так далее. Все стало проще, главное, чтобы циферблат был красивым. Что произошло с часами за это время? Дисплей как новый, и это удивительно. Я не клею защитные стекла, пленки, и все мои предыдущие Apple Watch царапались за неделю. С этими полный порядок. Вот даже микроцарапин на них нет. Хотя не у всех такая ситуация, я встречал комментарии, что царапаются ровно так же, как и предыдущие поколения. Но у меня, видимо, удачный экземпляр или я аккуратный. С корпусом тоже никаких проблем, а вот на металлическом ремешке царапин много. Не сказать, что они сильно заметны, но в тех местах, где их можно рассмотреть, виден настоящий цвет стали. Напомню, что ремешки уже несколько лет совпадают с цветом титановых Apple Watch, и я подбирал натуральный цвет к Space Gray версии Series 11. Сочетаются они хорошо, разве что глянцевая внешняя часть ремешка выдает, что у вас дорогой ремешок и дешевый Apple Watch. Для чего мне вообще были нужны Apple Watch? Весь не сезон катания на велосипеде я провел на велостанке и с помощью Apple Watch отслеживал пульс. Для этого я приобрел спортивный ремешок, металлический всем хорош, но во время тренировок часто часы могут не отслеживать те или иные показатели, потому что часы не плотно прилегают к запястью. С тканевым ремешком таких проблем нет. Для моих задач можно было бы приобрести просто пульсометр, но все-таки часы чуть интереснее, и даже тот небольшой набор действий, которые они упрощают, подкупает. И вообще, если бы не эти часы, которые мне подарила любимая, этого канала бы не существовало. Поэтому я буду их всегда вспоминать как что-то хорошее. В плане точности показателей мне не с чем сравнить, но если посмотреть тесты на YouTube, то можно узнать, что датчики в Apple Watch одни из самых точных. Не только в умных часах, а вообще среди устройств для отслеживания показателей организма. Но еще одна причина: Apple Watch — это классный аксессуар, именно с металлическим ремешком. Мне не нравится, как они выглядят со спортивными ремешками, а вот все, что классом выше, делает из них все-таки прикольную вещицу. Они превращаются в увесистые часы с очень удобной застежкой и регулировкой длины. Я правда считаю, что у Apple получился лучший металлический ремешок среди всех металлических ремешков, включая классические механические часы. Что у нас с аккумулятором? Как я уже сказал, я особо не слежу за зарядом часов, работают они все те же 1,5-2 дня. Если отслеживаете тренировку на несколько часов, то хватает уже на сутки, ну плюс отслеживание сна. Я возвращаюсь к мысли об автономности. Если вы не готовы заряжать Apple Watch каждый день или через день, то они вам не подойдут. Особенно для отслеживания спорта или каких-то показателей организма. Для этого лучше приобрести спортивный браслет, тот же Fitbit Air, новиночка,
или Whoop, какой-нибудь аналог, тоже без подписки можно найти, будет гораздо интереснее. Ну и данные вы будете получать чуть точнее, поскольку браслет постоянно фиксирует активность. Apple Watch этого не делают. Если у вас это все развлечение, зайти раз в день, в два, посмотреть рекавери и тренировочную нагрузку, то хватит бесплатного приложения Bevel, о котором я также рассказывал на канале. Еще и на подписке будете экономить. Приложение полностью бесплатное. По слухам, в Series 12 ничего глобально не поменяется. Максимум новые датчики для отслеживания здоровья, чуть лучше автономность и, возможно, в кнопке питания появится Touch ID, чтобы платить было еще удобнее. Кто-то к этому относится скептически, я же к этому отношусь абсолютно нормально, потому что считаю, что часы достигли своего пика развития. И действительно, единственный, наверное, сейчас пункт, который хотелось бы улучшить, это автономность. И можно приобрести Apple Watch Ultra, но мне не нравится, насколько это огромные часы. На моем тонком запястье они смотрятся смешно, ну и вообще вот эта вот брутальность подходит абсолютно не всегда и не всем. Apple Watch станут отличным компаньоном для фитнеса. Если вы часто не знаете, где ваш смартфон, а пропускать уведомления не любите, тоже Apple Watch придутся вам кстати. Да и вообще, если хотите немного упростить свою жизнь, то вот такой фоновый гаджет для мелочей – отличная идея. Но если вы думаете, что будете делать все с часов, они вас замотивируют на новую жизнь, лучше не покупать. Это уже пройденный этап, максимум месяц-два, потом превращаются просто в часы. Для меня Apple Watch как iPad в свое время, когда он у меня был. Если кто-то спросит, нужен ли он, то и непонятно, как отвечать. Ну, для работы точно не подойдет. Для рисования, да, тут аналогов нет. Для просмотра видео удобно, сомнений нет, но на ноутбуке или телевизоре все еще приятнее смотреть фильм или сериал. Но классное ли это устройство? Абсолютно да. Автономное для нескольких задач, но те задачи, которые оно выполняет лучше всех. За 8 месяцев Apple Watch не стали для меня незаменимым устройством, но стали устройством, отсутствие которого я замечаю сразу. И, наверное, это и есть показатель действительно хорошего гаджета. Если у вас есть Apple Watch, напишите в комментарии свой опыт использования, интересно почитать. Спасибо за лайк, подписку, встретимся в новых видео. На этом у меня все. Пока.